Друзья, добрый день. Я рада вас приветствовать на канале Виктории. А, Меня зовут Ольга. Я сертифицированный коуч и также регрессолог. И сегодня мы бы хотели с Викторией продолжить ее рубрику «Ответы на вопросы». И хотела, кстати, заметить, что вы можете свои вопросы оставлять или в комментариях под видео, или на почту Виктории. И мы тоже с радостью ответим на ваши вопросы. Добрый день, Виктория. Привет, Оля. Да, Рада тебя вот видеть. я тоже тебя очень рада видеть. И сегодня я бы хотела, чтобы ты ответила на такие вопросы, которые нам очень часто задают зрители твоего канала. Что же такое гипноз и регрессивная терапия? В чем их отличие? Ну, тогда начнем, наверное, с того, что приходит первым на ум, это с гипнозом, да? Лично у Такое меня самое опыт, страшное, непонятное. да, Да. сразу при этом слове у меня такое воспоминание, мне было лет 10, и тут какой-то гипнотизер приезжает. Ну, и мы купили эти билетики и пошли на этого гипнотизера, так? И я помню, как он сказал, чтобы люди сомкнули пальцы за головой. Я в один момент почувствовала, как действительно, как будто бы я не могу их разомкнуть. А я подумала, ну я этого не хочу, я хочу разомкнуть, и все, и никакого дальше действия я не чувствовала на себя, на свои пальцы. Но, как оказалось, к концу этого сеанса человек 5 не смогли разомкнуть пальцы рук вообще после того, когда он сказал, чтобы все разомкнули этот замок. Эти люди вышли на сцену, и это было зрелище еще то. Это была деревня, и мы все люди всех знают. И тут эти дяди, тети, которые там на огородах с сапками или на комбайнах ездили, вышли на сцену, и такое говорили, но самое было интересное, как они начали там танцевать «Лебединое озеро» все вместе. Это зрелище было еще то. Ну и я поняла, что это очень опасное занятие, гипноз, да, потому что эти люди, ну, образно говоря, выглядели как дураки. Вот. Потом несколько месяцев все село имело тему для обсуждений. Только об этом и говорили, да? Так, то есть какой ключевой момент в этом всем? Это кто-то, какой-то гипнотизер, и оказал какое-то влияние. То есть он давал команды этим людям, и люди подчинились. Своего рода это магия. Почему? Потому что магия насилия заключается в принуждении одного человека другого, то есть выполнять его волю. То есть это ключевой момент. Гипноз– это принуждение выполнять волю другого человека. То есть это инвазивные методы воздействия на психику человека. Что такое инвазия? Или другими словами, мы знаем, паразитическое влияние. Паразитизм, это мы знаем. Если мы скажем, что в человеке живут паразиты, то это всем становится понятно, что это такое. Да? Люди говорят, что есть паразиты физические, а есть паразиты духовные. Они так и называют вампиры. Да? Духовные вампиры, энергетические вампиры и так дальше. То есть это все инвазивные воздействия на психику человека. И здесь всегда связано это воздействие с насилием. Оно может быть явным, может быть скрытым, большим или меньшим, но по законам Вселенной не имеет значения. Даже капля дегтя портит всю бочку меда. То есть любое искажение и любая ошибка приводит к тому, что весь продукт портится. То есть каким бы ни был, как бы можно было не описывать хорошесть
результата, да, то есть оправдывать гипноз, то в конце концов это ничем хорошим не заканчивается. Ну, например, человека во время гипноза кодируют от принятия алкоголя. Вопрос в том, во время этого гипноза была ли рассмотрена та причина, по которой этот человек стал алкоголиком, потому что любая зависимость, и в том и даже алкогольная зависимость, это самосаботаж, в основе которого лежат какие-то причины. Во время классического гипноза никто эти причины не рассматривает, не убирает, как бы срезается этот верхний пласт, человека отрывается от его истоков, и какое-то время это даже может работать. И в психиатрической практике очень было распространено вот этот гипноз. В 1840-х, 50-х годах это все началось. Но спустя 100 лет такой умный человек, очень добрый, его называли нежным даже, да? Нежным по отношению к своим пациентам, Милтон Эриксон, он заметил, что кто он был? Он был психиатр, и он занимался гипнотерапией. И он заметил, что эти методы насильственного гипноза имеют очень кратковременное действие. И он заметил, что когда человек обретает свой собственный опыт, находя самостоятельно те ситуации, которые послужили триггером для образования каких-то ситуаций следующих, которые послужили центром тех программ и так далее. Если человек сам их находит во время гипнотерапии, тогда он сам находит свои ресурсы, тогда этот его опыт остается с ним на очень долго. И когда человек придерживается рекомендаций психотерапевта и применяет в жизни тот новый опыт, который он получил, то есть подтверждает свое решение поменять эту ситуацию, тогда эти результаты закреплялись навсегда у человека. И поэтому Милтона Эриксона считают основоположником не только новой психотерапии, гипнотерапии, а с его метода выросла такая новая отрасль в психологии, которая называется коучинг. Коучинг – это мягкое сопровождение человека на пути к психическому выздоровлению, на пути исцеления человека от травм прошлого. Все психологи и люди сейчас в эру вседоступности информации знают, что все психологические травмы человек получает в детстве, когда еще нет его физического сознательного опыта и так далее, и так далее. И ищут обычно или в детских травмах, или в каких-то событиях, которые долго и часто повторялись. Но всегда это имеет начало в детстве. Конечно, мне вот прямо сейчас идет этот термин регрессионный коучинг. Мгм. Это именно тот метод, который был основан Эриксоном. И существует школа, Эриксоновский университет, да, который именно работает по этим мягким, нежным методикам. Эту методику и мы используем в наших сеансах регрессивной терапии. Что такое регресс? Регресс – это возвращение назад, что вернуться назад, посмотреть, что же там было. Потому что может такое быть, что какие-то проблемы, которые человек испытывает сейчас, они начались еще в раннем детстве,
и на первый взгляд не имеют ни малейшего соответствия в этой реальности. То есть какие-то программы могли быть заложены, какие-то ситуации могли быть такими, которые в этой жизни, то есть во взрослой жизни, уже не встречаются и встречаться уже не могут. То есть поменялось все, ситуация поменялась абсолютно. Там человек был маленький, в ползуночках, здесь он ходит в костюме и с галстуком, с портфелем, и занимает какую-то должность, но, образно говоря, он до сих пор ходит в этих ползунках. Почему? Потому что те программы, которые были заложены в детстве, они как те ползунки, где-то там под этими брюками наглаженными все-таки есть. И когда человек, например, с такими ползунками, а это абсолютно у каждого человека такое есть, 5% людей более-менее не погружены в эти проблемы. Мы о них не говорим. Мы говорим о тех 95%, которые все-таки ощущают действие этих негативных программ, заложенных в детстве. И вот этот человек хочет, к примеру, успеха, карьерного роста, семейного счастья и так дальше, но что-то ему мешает. А вот именно эти ползунки и мешают ему под его наглаженными брюками. Так вот, с помощью регрессии, возврата назад, мягкой работы с его подсознанием, становится возможным зайти в тот момент, пережить ту конкретную ситуацию и наполнить эту ситуацию совершенно другими эмоциями, другим решением. Потому что, по большому счету, что происходит в детстве? Ну, мы замечали, да, я все люблю привязывать к реальности, потому что именно реальность, факты – это истинность. Оно как раз доказывает истинность суждений и опровергает ложь. Так все замечают, какие деточки жизнерадостные, как они строят планы на будущее. То есть для них невозможного ничего нет. Они мечтают, и они уверены, что все будет так, как они хотят, и так дальше. То есть у них гармонии хоть отбавляй, полная гармония. Потому что каждая душа, она уже по конам живой вселенной рождена со всеми способностью удовлетворить все его мечты, желания и потребности. То есть все ресурсы, все ответы на все вопросы изначально есть в каждом из нас. И вот эта гармония в какой-то момент была нарушена. Что-то произошло. Ребенок в этот момент ощутил какую-то угрозу для себя, то его гармония как будто бы была откушена. Естественно, кто от нас откусывает? Ну, естественно, те, кто с нами в ближайшем окружении находится. Это может быть мама, папа или воспитатели в детском доме, ну и так дальше. То есть это может быть тот, кто выполняет роль матери. И вот человечек гармонию, этот кусочек кто-то откусил. Почему это откусил? Ну, потому что энергия, любая энергия, она несет информацию о себе. Да? То есть есть такое понятие, как ДНК энергии. То есть как будто бы человек потерял частицу себя, частицу своей души в этом моменте. Но свято место пустым не бывает. Так устроен наш мир, наша Вселенная, и на физике это проявляется точно так же, и в духовном плане тоже. И вместо чувства гармонии человек получает вот эту порцию какого-то страха или еще какого-то чувства, которое становится триггером для всех последующих аналогичных ситуаций. И может такое быть, что именно этот случай стал основой какой-то негативной программы. Даже для этого успешного мужчины, который хочет еще успеха больше, еще больше любви в своей жизни, еще больше счастья, но почему-то его подсознание выбирает совсем не то, что он хочет. Потому что здесь идет конфликт, скажем так, две воли конфликтуют между собой. Есть воля этих программ,
которая говорит, тебе нужно бояться. Тебе нужно бояться. Может быть такое, что мама постоянно говорила, или папа, будь тише, не высовывайся и так дальше, молчи. То есть вот эта программа, воля этой программы и есть воля его божественной души. Это его божественная душа хочет. Что она хочет? Она хочет счастья, жизни, гармонии, любви. Так мы можем отличить голос программ от голоса своей божественной души. То есть, Интересно. а какой результат, чего будет? Да? Когда между чем-то и чем-то нужно выбрать, просто нужно посмотреть в будущее, к чему это приведет. Потому что на одном отрезке времени может показаться, что вот это или вот это хорошо. Но если начинать задавать себе вопросы, разбирать, а к чему это может привести теоретически, к чему это приведет. Если там есть хоть что-то негативное, то это нужно рассматривать, какая программа говорит. И именно с помощью регрессивной, или еще ее называют регрессионной терапии, возможно вернуться, это все переосмыслить, пережить. Там есть свои нюансы, мы это все будем по полочкам раскладывать в других видео, да, что происходит во время регрессивной терапии. Почему, какие моменты мы должны придерживаться, каких моментов для того, чтобы произошло вот это чудо исцеления. Потому что есть регрессивная терапия, есть просто регресс. Мы тоже искали людей, которые пропали, их не могли найти. Да? То есть мы находили этих людей, там мы просто рассматривали какие-то конкретные ситуации, мы следили, что происходит в реальном времени. Да, был у нас тяжелый случай, когда человек был жив еще. Да, мы проводили много расследований, и мы в реальном времени следили, что происходит с этим человеком. Естественно, что там не задействованы ничьи программы, да, но мы, короче, вывели жену заказчицу на чистую воду. Вот, и когда подключился брат, который брат этой жертвы, который рассказал после того, когда убили уже этого мужчину, что это все организовала жена, и все это правда, и имена этих людей, и это все. Это была очень сложная работа, но мы это делали. В другом случае Интересно, мы на тоже... что способен этот метод регрессологии. Очень много видео никогда никто не увидит, потому что это очень личные и очень небезопасные вещи. Одно видео было связано с работой спецслужб российских и психотехник. Вот. Это можно рассказать об этом видео конкретно, об этом опыте, наверное, только в телеграм-канале. Если будет людям интересно, пожалуйста, задайте этот вопрос, и я вам расскажу, что было, на что способна регрессология, да, если она естественная и нормальная, да, адекватная. Потому что с этим вопросом связаны такие очень много других моментов, и я благодаря тебе, Оля, да, что ты поднимаешь меня, просто как бы вырываешь из моего плотного графика и просто заставляешь отвечать на эти вопросы. Я уже обещаю, что я буду записывать в эту рубрику, Здорово. пополнять, да. Вот. Все запомнили. Все запомнили, да. То есть Да, это Виктория, тоже обещание. коучинговый принцип. Если хотите себя дисциплинировать, пообещайте. Да? То есть пообещайте кому-то. Ага. Я всем обещаю, что я буду отвечать на ваши вопросы. Виктория, тогда давай вот вернемся еще к гипнозу и регрессивная терапия, да, вот как я Да. поняла, что вот даже тот пример, который ты привела, вот с алкоголем, да, когда вот человек хочет от него избавиться. Если он идет к гипнотизеру, ему просто говорят, все, там, выпьешь, сдохнешь, вот тебе гипноз тебе. А если он обратится к регрессивному терапевту, да, то там найдут первопричину, почему у него вот это вот навязчивое
ну, почему он стал алкоголиком, да, и там проработают это так грамотно, правильно, экологично, что, ну, как бы вот это все цепочки, что оно, на что оно там всю жизнь вот это нацепилось, оно как-то все развяжется, да, и как бы человек пойдет совсем другим путем, как бы уже, ну, свободный от этого. Да, конечно, только тут одна поправочка, да, одна поправочка: помогут, ну, не все помогут. Помогут только те, кто работает по методике, потому что регрессивный гипноз — это, я бы сейчас сказала, он понесся как бешеная лошадь. И то, что происходит на YouTube-каналах Мгм. с регрессологией, это похоже на сумасшедшую лошадь, которая без узды вырвалась на волю. И каждый, кто хоть капельку умеет визуализировать, типа открывали каналы и так дальше. То есть помочь можно только в единственном случае, когда мы об этом будем говорить, я обещаю, я уже подготовила эти темы по твоему запросу, потому что ты э, очень следишь за вопросами, и в этом тебя, ну, на самом деле большая благодарность, потому что мне этого не хватало. У меня на самом деле очень много есть чего сказать, я много тем подготовила, но вот с помощью тебя смогу Мгм. организовать этот процесс. Так вот, я не люблю быть голословной, я всегда привязываюсь к фактам, да, потому что факты говорят, что это истина. К нам приходил человек, по-моему, ему было 60 лет. И он, начиная с 14 лет, он рассказывал, он ощущал такую непреодолимую тягу к алкоголю. Да. Когда мы рассмотрели этот случай, оказалось, что против него была направлена какая-то магия. А магия срабатывает в том случае, если у человека есть какие-то соответствующие программы, ну, скажем так, программа жертвы, образно говоря, потому что там тоже разные программы есть, и в Мгм. этом нужно конкретно разбираться, да. Вот. И что он написал нам после сеанса, прошло какое-то время, и он сказал, что ему как рукой сняло, как отрезало. Почему? Потому что мы нашли причину Мгм. вот этого чужеродного воздействия. Но нужно тоже понимать, что с одной стороны магия, кажется, ой, но, кто-то плохой там намагичил, да? Это с Мгм. одной стороны. Но с другой стороны, мы тоже это будем рассматривать, что сделать, чтобы магия вообще никогда не цеплялась к человеку. Да? То есть какие есть Здорово. методики. Да, Очень интересно было я бы, да. тоже эту тему уже подготовила, и мы ее обязательно запишем. Так вот, если придерживаться методики регрессивной терапии, потому что регрессивный гипноз — это только один из инструментов, который в общей регрессивной терапии находится. Мгм. Точно так же, как визуализация — это только часть общего пространства регрессивной терапии. Точно так же, как медитации, дыхательные практики прощения, телесные упражнения — это только одни из частей общего пространства, общего понятия регрессивной терапии. Поэтому гипноз сам по себе не работает. Дыхательные практики, ну, оно работает, но не имеет долгосрочного действия. Сами по себе не работают дыхательные практики, сами по себе не работают телесные практики и так дальше, и так дальше. Все срабатывает только в том случае, когда задействованы все механизмы и все идет гармонично в одном направлении, на всех уровнях сознания, подсознания, физического тела. То есть когда мы задействуем и визуализацию, и наши желания, и целеустремленность, и действия, тогда закрепляется опыт. То есть для обретения опыта нужен спектр каких-то мероприятий. И вот когда эти все мероприятия сходятся в одной точке, тогда регрессивная терапия приводит к развязыванию этих кармических узлов,
которые могут быть завязаны даже в прошлых воплощениях. Мгм. Да? Развязываются вот эти механизмы образования программ, энергетических блоков и так дальше. Об этом всем мы будем говорить, потому что в одном коротком видео мы не сможем это все, Да. ну, как бы объять Вика, необъятное, да? да, вот мы проговорили, чем вреден, опасен гипноз. А можно ли как-то навредить вот этой терапией, регрессологией? Ну, смотри, регрессивная терапия, э, ну, нет одной таблетки, которая подходит всем, скажем так. Мгм. Регрессивная терапия, если придерживаться всех методик, если регрессолог соответствует, о чем мы будем говорить, какие критерии работы должны Как правильно быть, выбрать, к- да? как правильно выбрать регрессолога, Кому потому что идти? мы же Мгм. знаем, как выбрать себе, например, хирурга. Если нам нужно аппендикс вырезать, или ну, мы же не пойдем, у нас Кто есть просто какие-то сказал: "Я критерии. хирург", да, который Да, завел да, себе YouTube и сказал: "Я хирург, ко мне можете да. приходить аппендикс вырезать". То есть надо еще Я по очень каким-то люблю критериям выбирать. Я очень люблю смотреть, когда попадаются, я специально не ищу, но когда вот эти картинки на превью видео, жертвы пластической операции. Да? То есть люди не придерживались критериев выбора хирургов своих, Мгм. да? Они не придерживались. Поэтому они получили перекошенный рот, какие-то левый, правый глаз в одну сторону, в другую. То есть они не получили тот результат, на который рассчитывали. Потому что они были безответственны в своем выборе. То есть они пустили все на самотек. А если человек пускает на самотек свою психическую энергию, позволяет в этой сфере, то есть допускает к своей душе тех, кого допускать нельзя, то мы, конечно, тоже видим, у нас канал «Здоровый человек» нам не приходит. Приходит уже исправлять то, что накосячили другие. Да? То есть Мгм. когда были перекосы в медитациях, то есть когда были неправильно предложены медитации, то есть работа с телом, потом хорошее было перекрученные техники прощения, но не в том состоянии, ну и так дальше. То есть в этом всем нужно разбираться. Вот. И какой был вопрос? Был вопрос, какие опасности Да, как может регрессивной терапии. навредить. Мгм. Смотри, она навредить не может, просто нужно знать, чем это грозит. Если человек не готовится на всех уровнях, у нас специально для того, чтобы эта процедура происходила легко, и чтобы она вообще имела смысл происходить, потому что здесь задействуется и наш опыт, но наша душа имеет внетелесный опыт из прошлых воплощений, и многие блоки тянутся еще из прошлых воплощений. А что такое контракты, а что такое визуализация, а что такое медитация, а что такое молитва, а что такое... Здесь нужно очень много задействовать. Я думаю, если мы будем регулярно отвечать даже один раз в неделю на какой-то важный вопрос, то в результате мы соберем вот этот информационный такой Базу. блок, который или пространство информационное, где человек сможет разобраться в этом всем сам. Так Мгм. вот, если работать правильно с подсознанием, если работать правильно с сознанием, с физическим телом, потому что не может такого быть, что человек придет, кто-то ему что-то сделает, а ему ничего не надо делать. Если кто-то обещает быстрого, чудесного исцеления, все, это лжец. То есть оттуда Это можно как с уходить. обогащением то же самое, да, когда тебе Э, все там миллионером сделают. Конечно, сейчас прямо. Ага. То есть здесь нужно понимать эти вещи, да, что все работает так, как оно работает. Ну, например, эм, есть такое понятие, как очень много проводят людей мероприятий, широкие мероприятия,
разные тренинги, да? Почему я не провожу никак? Это тоже один из вопросов, которые мне задают. Почему я не Мгм. провожу тренинги? Мотивационные тренинги, да? Мне есть что людям сказать, но я не провожу принципиально мотивационные тренинги. И знаешь почему? Потому что даже если я ничего не буду понимать в этой теме, но буду уметь харизматически, умело там, или даже не умело, но просто включу харизму и буду там Мгм. обещать горы и передолы, то 1% людей все-таки получит результат. Или один человек. Ну, какой-то небольшой процент людей получит результат и напишет в отзыве: "О, я вот Вику послушала, у меня все там произошло хорошо и супер и пупер". Почему так Мгм. происходит? Потому что под низом у этого человека, под его брюками не было штанишек вот этих, ползуночков. Мгм. То есть у него не было этих программ, которые тянут его назад. Вот цель нашей регрессивной терапии как раз в том, чтобы снять с человека эти подгузнички, которые там до сих пор находятся, Мгм. одеть свою одежду взрослого, осознанного человека, идти по жизни по собственному плану, по собственному выбору. И для таких людей уже, как мы говорим, освобожденных от Мгм. опыта прошлого, сработает и мотивация, и коучинг, и все сработает. А коучинг чем отличается от обычной психологии? Ну, нужно здесь тоже все расложить на свои места. Да? Есть психиатрия. Ну, это не наша область, потому что психиатрия – это область, это занимаются это врачи, это лечение каких-то болезней Медикаментозная в основном. психики, да, то есть это не наш. А вот где наш профиль? Наш профиль – это психология и коучинг, потому что и коучинг, и психология – это педагогика. То есть я педагог, ты педагог, да, то есть мы знаем, как с этим работать. Но в чем отличие психологии от коучинга? Психология направлена назад. А что же там было в детстве, кто что, а какие там блокировки произошли, а как оно проявилось потом и так дальше. То есть вот эта часть назад. Но это, получается, больше подходит, к тому, чем занимается регрессивная терапия. Да, да. А что Ну, такое а коучинг? чем они, А Вика, ну, подожди, из подожди, из подожди. ладно. То есть, если сзади меня находится мое прошлое, а Мгм. передо мной мое будущее, то вот там занимается регрессивная терапия, психология, а вот здесь коучинг. Потому что Мгм. коучинг позволяет человеку работать так, как работает его психика. А наша психика работает таким образом, ну вот как навигатор, я это постоянно говорю. Если мне нужно с моего дома попасть в какой-то конкретный магазин, допустим, я его набираю, Бурлинтон, и он мне предоставляет в моем районе 5 или 10 или 25 разных вариантов. Я выбираю, вот мне вот сюда, в этот нужно магазин. М. Да, и я туда, мне тогда мой навигатор показывает точный адрес и находит несколько вариантов дороги. Самый короткий путь и еще несколько. Самый дешевый, потому что самый короткий путь может быть платная дорога. Несколько вариантов. Может быть, как я говорю, по деревне проехать, то есть маленькими улочками. Как я выбираю? И я выбираю тогда уже свою дорогу. Но навигатор всегда прокладывает самый короткий путь. Когда мы имеем цель, вот этого возьмем человека в костюмчике и в галстуке, да, с портфелем, который ходит в подгузниках еще до сих пор, да, у него планы. Почему? Потому что он директор большой компании. У него планы, как у Наполеона, да. Он зарабатывает деньги, но он хочет еще больше зарабатывать деньги. Он коммуницирует своими работниками, но он хочет быть еще более эффективной, еще лучше коммуницировать, да. У него дома семья, и он хочет найти этот баланс между работой и семьей, чтобы больше еще принести счастье, получить счастье в своей жизни и так дальше.
То есть у него прекрасные планы. Но он чувствует, что что-то не так. Что на наших сеансах происходит? Мгм. Я разработала вот этот подход трехмерного, как я говорю, подхода. Это можно назвать как угодно, да, то есть работа с подсознанием, работа с осознанностью и работа с физическим телом. Это очень важно, мы об этом тоже конкретно все по полочкам разберем. Почему Мгм. это очень важно, да? То есть он видит цель, он разбирает те завалы прошлого, которые его тянут, то есть он буквально снимает из своих наглаженных брюк вот эти детские ползунки и выбрасывает. Да? Он их проработать это можно только с помощью комплексного подхода. Еще раз говорю, комплексного. Регрессология сама по себе не работает, точно так же, как не работает техника прощения сама по себе. То есть они дают ущербный, какой-то неполноценный результат. Чтобы получить полноценный результат, нужно смотреть на себя в комплексе. Опытные и хорошие врачи, что они делают? Они смотрят на человека целостного. Да? Раньше были земские врачи, которые смотрели на человека и знали человека с его деда-прадеда, так сказать. Да? А сейчас же специалист по правой женской груди, специалист-мамолог по левой женской груди, гинекологию рассматривает третий врач, а ноги четвертый врач, а голову десятый врач и так дальше. То есть человека вот так расчленили, как будто бы рука или грудь или голова живет своей отдельной жизнью. Да? И так его лечат. Отдельно руки, отдельно ноги, отдельно то. Но есть такое понятие в медицине, и оно сейчас крепко закреплено, как психосоматика. Да? Есть такое понятие психосоматика. Да? То есть врачи понимают, какие блоки, какие программы, какие убеждения могут вызывать на физическом уровне какие-то заболевания. Это не означает, что не нужно там, например, не нужно путать грешное с праведным, да? Если у человека живут паразиты или он заражен какими-то бактериями, то нужно с этого начинать, и нужно в комплексе подходить, как ты Вика, видишь. скажи вот еще, пожалуйста, ты вот говорила, что психология занимается теми проблемами, что вот из детства, что все проблемы. Мгм. И вот и регрессивная терапия тоже как бы этим же занимается, да, то, что вот из прошлого идет, то, что это вот. Чем это все, вот эти два подхода отличаются, и почему лучше идти не к психологу, скажем, а вот сюда все-таки в регрессивную терапию? Ну, я бы не ставила так, ну, как ребром этот вопрос, потому что хороший психолог, он сделает очень много работы хорошей, да? Но что не может сделать психолог? Тут нужно понимать, что когда мы слышим своими ушами и видим своими глазами, тогда задействованы вот эти органы чувств, физическое восприятие. Но все программы, блоки, они находятся на психоэмоциональном, на энергетическом уровне, на информационном уровне, на уровне подсознания. Например, как это продемонстрировать на понятных вещах? Вот мы все видели этот фильм, где там Ирина Муравьева говорила: я самая красивая, обаятельная и привлекательная, и там еще, да? То есть читала аффирмации. То Мгм. есть человек для того, чтобы пробить броню внутреннего критика и и занести аффирмации внутрь подсознания, проходит много-много лет. Мгм. Много лет. Ученые говорят, это в зависимости от уровня блокировки подсознания от 3 до 30 лет. То есть именно по этой причине, вот я говорю про Америку, например, да, люди пожизненно ходят к психологу. То есть оно дает такой минимальный результат, но вот эти образные ползуночки очень тяжело стащить на уровне сознания, потому что на уровне подсознания оно там закрепилось. И чтобы его там достать,
Нужно, чтобы сложились определенные обстоятельства и сошлись в одной точке. Одним Мгм. из таких обстоятельств является время, конкретная ситуация. Поэтому я всегда говорю, факты, факты, факты должны быть факты, да? Должны сойтись в одной точке. Время, ситуация, то есть нужно найти то время, ту ситуацию, те переживания, то есть нужно разобрать, что произошло, как нарушилась вот эта гармония внутренняя, что потерял человек в тот момент, потому что человек изначально гармоничный. Гармония, счастье, жизнь – это тождественные понятия, да, то есть каким образом он свою частицу потерял и что взамен пришло. Мы же четко чувствуем, да, мы можем сказать так, мы можем сказать, что вот человек был радостный, да, я это наблюдала буквально недавно, где-то 2 месяца назад, я с подругой разговаривала, и тут позвонил ее муж-абьюзер. Это настолько чистый и светлый человечек, настолько добрый. Я даже поражаюсь ее вот этой какой-то доброте. Всегда я от нее за много лет не слышала ни одного какого-то упрека в чей-то адрес. Она никого не... Ну, она очень позитивный человек. И она Мгм. с ним говорит и покрывается буквально у меня на глазах пятнами. Да? О чем это говорит? Это говорит о сильном э, сопротивлении, да, то есть он включает организм, защитные механизмы, она как бы хочет отгородиться, то есть она переполнена тем, им переполнена, своим мужем, его абьюзом. Она настолько переполнена, что ее барьер, ее кожа уже это показывает. Поэтому, чтобы развязать эти все моменты, нужно найти ту причину, а что же почувствовала? То есть она почувствовала тревогу, страх, еще что-то. А где это начало этого всего? Оно вот было там, в этой ситуации, когда произошло что-то, к примеру, в детстве. Оно, естественно, может еще тянуться в прошлое воплощение. Да? И нужно Мгм. понять, а что произошло? То есть какую часть гармоничной своей души человек потерял, то есть он потерял что? Безопасность, он потерял гармонию, целостность, да, то есть он целостность потерял, а что получил? Получил что-то другое. А почему? Нужно разобрать, а почему это произошло? Почему все же дано по воле человека? Что такого произошло, что человек согласился подсознательно на этот обмен? Какие были задействованы механизмы? И когда это все разворачивается у нас на глазах во время сеанса регрессивной терапии, а не гипноза, то есть не Мгм. внушение, я самый чистый, лучистый, божественный, еще там какой-то. Это не работает. Только в одном случае происходит эта развязка на подсознательном уровне, на уровне энергоинформационной составляющей. Вот в чем и разница классической психологии от регрессивной терапии. То есть психология это тоже является частью терапии, общей терапии, да? И регрессивная терапия на самом деле это естественные процессы, которые происходят внутри каждого человека. Сейчас я вам это докажу. Я все люблю доказывать, как говорится, на пальцах. Да? Вот скажите мне, пожалуйста, чем сознание человека занимается вечером, утром, когда человек только засыпает и просыпается? Ты знаешь, чем? Регрессивной Че терапией. 60 лет ученые изучали, чем же занимается мозг, когда человек спит. Теорий, конечно же, было много. Это как теория относительности Эйнштейна, да? Теория теорией, а реальность реальностью. Вот 60 лет нужно было потратить ученым на то, и миллиарды долларов на то, чтобы сказать, выдать
результат. Мы теперь знаем, чем занимается мозг. На самом деле, когда человек спит, он занимается регрессивной терапией. Он разбирает ситуации, которые происходили на протяжении всей жизни или на протяжении предыдущих дней или этого дня. Разбирает с целью все поставить на свои места. Есть такое понятие, как гештальт-терапия, да, которая занимается именно тем моментом. То есть это тоже, вот если взять регрессивную или регрессивную терапию, то она тоже включает в себя вот эту часть гештальт-терапии. То есть мозг разбирает завалы, очищается, другими словами, Мгм. очищается от информационного мусора. А информационным мусором являются программы, ложные убеждения, чужеродные энергии, потому что изначально в человеке не было ни зависти, ни убийства, ни смерти, ни лжи. Божественные души с этим не рождались. Это принесло, ну, события были, о которых мы можем только рассказывать в метафорических образах, да, потому что люди это видят, то есть создаются вот эти метафоры, дьявол, Люцифер и так дальше, и так дальше. Но на самом деле никто не может знать, как это происходило, потому что никто не видел и не может ощутить физическими глазами и своими мозгами физическими понять эти все моменты, как оно происходило в духовной сфере на самом деле. Но метафорически мы это можем все описать. Да? То есть изначально человеческая душа чистая, на физике происходят процессы, которые в медицине известны под названием гомеостаз, да? То есть это стремление к уравновешиванию, то есть чтобы гормональная система была уравновешена, чтобы еще какие-то процессы были уравновешены. Да? То есть все стремится к гомеостазу. Точно так же все стремится на уровне психики привести к порядку, привести к тому, как оно должно быть на самом деле. Потому что душа, изначально рожденная как чистая и божественная, она это помнит, она это знает и к этому стремится, к этой чистоте. Поэтому, когда мы ложимся спать, мы анализируем прошедший день. Очень часто бывает, у меня сейчас такого нет. Да? То есть я сейчас настолько гармонична и довольна своей жизнью, что все, что я говорю, мне нравится. Я себя не осуждаю. Все, что я делаю, я себя не осуждаю, но иногда просто могу, да, вот это я сделала не так или не сделала вообще, а здесь не надо было залипать так долго на эти. Короче, залипла на какие-то видео, а я очень люблю детективы с детства, да? То есть как разрушился вот этот мой какой-то энергетические чужие какие-то энергии, буквально на днях. То есть я перестала этот канал смотреть. Очень интересно. С детства я любила Агати Кристи читать, Шерлока Холмса и так дальше, и так дальше. Это приключения Тома Сойера. Ну, мои глаза всегда были в книге. Где бы я ни сидела, что бы я ни делала, я или читала, или рисовала. Это мое хобби было, любовь. И на днях позалипала, несколько видео подряд посмотрела. И вечером что я подумала? Вечером я подумала, а зря я позалипала на эти видео. Я потратила вот 3 часа своего драгоценного времени, а могла бы сесть и сделать это и это. Я буквально так подумала и решила, все, я больше этим заниматься не буду. Не хочу я в этих, хотя мне это очень интересно, как эти все расследования происходили, какие там улики, кто как это все разгадал, для меня это очень интересно. Но я себе решила, я этим заниматься больше не буду. Все, я больше этот канал не смотрела, даже написала, чтобы YouTube мне не предлагал его. То есть соблазн убрала. Что ты думаешь? Утром, во время моего пробуждения, а я же пробуждаюсь в осознанных сновидениях, то есть я там участвую, я разбирала как раз, я видела эти энергии, которые я подцепила, да. Я увидела мое увлечение с детства этими всякими
моментами. Мало того, я увидела, как меня убили в каком-то из моем воплощении, где-то закопали и ногами топтали. Я думаю, а вот оно что, откуда ноги растут, а вот оно, почему я так этим интересовалась. Э, Расследование Ну, убийств, да? да, да, расследование убийств. Понимаешь, это тоже будет интересно. И я даже загадала себе, что я обязательно с Олей посмотрю, что же это был за случай, потому что я буквально как бы из могилы, изнутри видела, как кто-то ходит, топчет, затаптывает землю, а я лежала То есть надо посмотреть, то ли я живая была, то ли это моя душа. Но это очень интересно. Я с Мгм. этим разобралась. И смотри, какой весь процесс прошел. Да? То есть вечером я осознала, я приняла решение. Ночью мой мозг, все, под воздействием моей воли, потому что я же приняла решение, даже сделала все на уровне физики, как должно быть. То есть моя нога правая и левая должны идти прямо. Не может правая нога идти в одну сторону, а левая в другую сторону. Я не могу сказать, что я решила это больше не делать, но продолжать это делать. Тогда мое подсознание скажет: так, дорогая, я с тобой не дружу, и делай себе что хочешь, это твое право, но меня сюда не впутывай, я тебе помогать не буду. Да? Но когда наша левая и правая нога, правая и левая рука делают одно и то же, да, то есть мы в соответствии с нашими, э, действуем с нашими побуждениями, тогда происходит вот это чудо исцеления. На самом деле это не мы исцеляем на сеансе, а человек проделал эту огромную работу осознанности, э, принятия решений, действий, постановка целей. То есть это именно то, чем занимается коучинг. И тут получается так: у человека есть осознанность, осознание, что же было в прошлом, у него есть понятие, а что же я хочу на самом деле, что у меня передо мной, впереди, Мгм. а наша роль только заключается в том, чтобы помочь вот эту работу завершить, подписать. Да, все завершено. То есть как подпись поставить. Мы как свидетели выступаем, да. Человек все делает сам, а мы просто посмотрели, и это тоже принцип интересно, как это все в Библии описано, этот весь процесс очищения, да. А мы как свидетели, да, и мы, да, это он, мы подтверждаем, что он это сделал. Это точно так же, как я пообещала, что буду отвечать на ваши вопросы, Мгм. да. Буду, да. Вот я при вас это, при свидетелях это пообещала, значит, это будет меня стимулировать, взять себя в руки, вместо того, чтобы 2 часа смотреть подряд детективные истории, э, видео для вас выкладывать, да? Вот. Хорошее решение. Вот так это происходит. И смотри, вечером я подумала, я это сделала, утром я это что сделала? Я подготовилась, я увидела всю цепочку этих событий, на что это притянулось, почему это маленькую девочку не куклы интересовали всю жизнь, да, то есть хороший аспект. И вот мы с Мгм. тобой погрузимся и посмотрим, а что же это было, кто это топтался по мне, кого это я увидела, и что это за, может, это просто метафора, может, это не имеет значения к моему физическому какому-то, но я тебе скажу, ощущения были очень реалистичными, как будто я бы действительно лежала. У меня такое было впечатление, что меня просто заживо похоронили, вот так, да, действительно. То есть Да, так это что пример того, ждите интересный сеанс. да. Вот это пример того, как естественно наш мозг, наша психика, наша душа, другими словами, прорабатывает опыт. Она его перемалывает, пережевывает, стремится все к развязке, стремится к тому, чтобы все было ясно, понятно и истинно. Мгм. И мы об этом тоже будем говорить. Как обрести себя истинного, как найти в себе себя ложного, как это проработать, чтобы его убрать из себя, потому что все эти программы, все это и есть та часть нашего ложного «я».
Поэтому психология– это часть регрессивной терапии, а регрессивная терапия, я бы сказала, это регрессивный коучинг, которым занимается естественным путем наша психика, наш мозг по жизни и каждый день. И то, что естественно, то, что сделано, как говорится, что применяется по назначению, именно то и работает. Потому что когда смотришь этот регрессивный гипноз у других типа специалистов, которые совершенно не специалисты, и я так думаю, что наступит какое-то время, когда всем этим регрессологам, так называемым, которые понятия не имеют ни о работе психики, ни как это работает, ни о взаимодействиях, не соответствуют этим критериям, не имеют образования и не соответствуют этим критериям, им будет просто запрещено, потому что должна быть какая-то контролирующая организация, которая бы... Ну, есть же... Я в Америке не имею права говорить с людьми, если у меня нет сертификата. Я не могу оперировать человека, если у меня нет диплома хирурга, если у меня нет опыта. Да? Почему так происходит, что психика человека самым тонким, самым дорогим, что нужно беречь, вот Иисусу приписывает слова: более всего, что бережется, душу свою береги. Знаешь, есть такие понятия, что, как говорят, 3 вещи мы не имеем права отдавать в чужие руки. Это деньги, то есть наши финансовые дела. То есть никто не имеет права управлять нашими финансами или управлять нашими планами по добыванию наших финансов и так дальше. То есть эту область мы должны контролировать. Нашу духовную сферу, то есть нашу духовность мы не имеем права никому отдавать. И наше здоровье. То есть мы должны разбираться в этих 3 сферах абсолютно точно знать. То есть, а здоровье– это не только здоровая почка, здоровое сердце или глаза. Это и наше, самое главное, это наше психическое здоровье. Потому что психосоматика говорит, от нашего психического здоровья зависит наше физическое здоровье. Потому что если у человека будет правильная ментальность, он не позволит, чтобы в нем даже эти паразиты жили. Когда ментально человек разрешает нарушать его границы на уровне сознания, то это означает, что на уровне подсознания он разрешает этим негативным программам, паразитам, вирусам, грибкам управлять его жизнью, жить в его организме. Да, интересно. Виктория, я благодарю тебя за такое чудесное интервью, за такую интересную информацию. Хотела бы также обозначить, что те, кто пострадал от гипноза, от регрессивного гипноза, так называемых специалистов, да, что вот могут к Виктории обратиться, потому что у Виктории уже большой опыт именно разгребания таких случаев. Можете посмотреть на канале, да. И, Виктория, я с большим нетерпением жду нашей следующей встречи, еще следующее интервью, потому что действительно очень много всего можно разбираться, столько всего есть еще интересного, нужного.